Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, в этом видео мы поговорим о том, что же нельзя делать перед зеркалом. Помните о том, что все-таки зеркало – это сакральное место, и нужно придерживаться определенных правил для того, чтобы не принести себе вред и своему окружению. В каждом доме есть такой предмет интерьера, как зеркало. Мы смотримся в него по несколько раз в день. А есть люди, которые любят возле него проводить время часами и никогда не задумываются, что когда смотрят в зеркало, может притянуть к себе как положительные, так и отрицательные энергии. А благодаря тому, что зеркало – это все-таки сакральный предмет с очень сильной энергетикой, они будут исходить из него в большом объеме. Зеркало имеет способность впитывать в себя все энергии, которые его окружают, запоминать события и людей, которые на каком-то этапе в нем отобразились. Так, если два человека с разными энергиями, разными жизненными ситуациями посмотрят в такое зеркало, то могут даже обменяться не только энергиями, но и человеку, у которого все хорошо на данном этапе, может притянуть к себе проблемы другого человека, а ему отдать свои хорошие моменты, события. Поэтому лучше смотреться в зеркало по отдельности и не переживать потом, что в жизни что-то поменялось не в лучшую сторону для вас. Помните о том, что зеркало используется в различных обрядах, ритуалах. С его помощью возможно изменить свою жизнь в лучшую сторону, если знать, как правильно использовать его силу. Еще наши предки придавали зеркалам огромное значение, относились к ним с уважением, оберегали от окружающих людей и старались не подпускать к своему зеркалу никого, кроме членов своей семьи. Таким образом, они избегали попадания плохих энергий в зеркало и этим старались обезопасить себя от различных проблем, неприятностей и даже бед. В современное время многие люди не только не придерживаются этих правил, но и, к сожалению, даже не знают о них, чем допускают большую ошибку. Притягивают на протяжении каждого дня к себе негатив, проблемы во всех сферах своей жизни и меняют ее не в наилучшую сторону. С каждым днем только усугубляет все, а потом удивляется, что череда определенных неприятностей в их жизни не прекращается, а наоборот все становится только хуже с каждым разом. Далее в этом видео мы поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать перед зеркалом, чтобы не причинить себе вред. Нельзя перед зеркалом ругать себя, говорить, что вы некрасивы, что выглядите не так привлекательно, как вам на данном этапе хочется, что вы, например, не умные, что живете неправильно, что все, за что вы не возьметесь, у вас не получается. Иначе все это очень скоро в действительности произойдет в вашей жизни еще в большем количестве. Не стоит жалеть себя и перед зеркалом смотреть в него, когда приболели или ощущаете, например, слабость. Оно в этот период запоминает энергию, которую вы излучаете, и будет же вам ее отдавать на протяжении долгого периода времени, из-за чего ухудшение вашего самочувствия может затянуться на неопределенный период. Также в моменты недомогания энергетическое поле слабое, а если зеркало ранее впитало негатив, отдав его вам, в этот период разрушит этим ваше биополе. Вы станете подвластны чужому влиянию и любому потоку, даже слабого негатива. А это ни к чему хорошему в результате вас не приведет. Не ругайтесь, стоя перед зеркалом. Такое действие притянет сильные потоки негатива к вам и к тому, с кем вы ругаетесь, чем еще и усугубит конфликт, наполнит ваши отношения еще большим количеством ссор, что в результате за очень короткий период времени испортит полностью ваши отношения, а семейные отношения приведет к разводу. Не нужно и есть перед зеркалом, так как во время еды человек излучает большее количество энергии и может лишиться ее, что в результате лишит данного человека поступления нужных ему положительных энергий в его жизнь, а удача начнет обходить стороной. Также наши предки говорили, что во время еды перед зеркалом человек может лишить себя ума и красоты.
Не стоит и читать перед зеркалом, так как это будет мешать вам запомнить то, о чем вы читаете. А также, если в тексте есть какие-то слова с негативным смыслом, оно впитает их и впоследствии притянет негатив, а затем также вернет его вам. И вместо того, чтобы получить хороший результат от чтения, вы получите от него полную противоположность. Если продолжать читать перед зеркалом, то ваша память в короткий период времени начнет ухудшаться, чем принесет вам много неприятных и неожиданных моментов. Ни в коем случае нельзя перед зеркалом обсуждать или критиковать других людей, говорить какие-то неприличные слова, сквернословить. Все эти действия притягивают достаточно сильный негатив. А когда он с помощью зеркала еще и увеличится, а позже вы его притянете, то наполнит вашу жизнь большими проблемами, а также перекроет полностью поступление энергии, чем образует энергетический застой. Смены энергии не будет, и проблемы будут постоянно наполнять вашу жизнь. Как только с некоторыми вы справитесь, на их место придут следующие. Также в этот период недоброжелатели и завистники начнут проявлять себя в большей степени, чем обеспечит вам еще и проблемы со стороны. Поэтому категорически нельзя спать и перед зеркалом. Во время сна человеческое биополе ослабевает, становится подвластным различным энергиям. Если зеркало имеет негативный энергетический заряд, это принесет вам вред, притянет к вам бессонницу, будут мучить кошмары, чем вы во время сна еще больше будете притягивать к себе негатив. Зеркало будет его впитывать, а затем возвращать вам, и с каждым днем это все будет только усугубляться. Через некоторое время на утро вы начнете чувствовать себя разбито, а еще через некоторый период времени у вас не будет сил вставать с кровати, из-за чего может начаться депрессия. Также, если супружеская пара во время сна будет отображаться в зеркале, это будет нарушать их гармонию, а также, возможно, притянет семейные проблемы, угаснет страсть и так далее. Очень важно, чтобы вы сами относились к зеркалу правильно. Не делайте перед ним ненужных действий, и вам не придется потом думать, как избавиться от всех неприятностей и негатива, который начнет наполнять вашу жизнь. Зеркало – это сакральный предмет и требует уважения и правильного обращения. Ни в коем случае нельзя, чтобы на нем были какие-либо пятна, потертости, повреждения, потеки, пыль. Иначе это все еще в большем количестве притянет негатив. И в очень короткий период времени перевернет вашу жизнь с ног на голову. Поэтому очень важно, чтобы вы изучали правила, научились использовать зеркало себе во благо, и вы увидите, от какого количества негатива вы сможете себя обезопасить и сколько положительных энергий, а также счастливых моментов можете привлечь в свою жизнь. Все в ваших руках, и чем себя окружать, также зависит только от вас. Помните об этом. Друзья, мы хотим вас поблагодарить за то, что вы нам отправляете донаты в виде супер спасибо. Очень хорошая функция, которую придумал YouTube для наших подписчиков и для наших слушателей. Поэтому, если вам это интересно, обязательно под этим видео вы увидите супер спасибо и сердечко. Нажимаете и выбираете ту циферку, которая вам больше приемлема, и вы считаете, что вы таким образом производите энергообмен между нами. Друзья, с вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами услышимся уже в следующем видео.